Вам нужно чудо. Не завтра, не в следующем месяце, прямо сейчас. Вы стоите на краю чего-то невидимого, но ваша душа уже чувствует это. Бремя на ваших плечах становится все тяжелее с каждым днем, не так ли? Вы пытались оставаться сильными, улыбаться сквозь бурю, делать вид, что все под контролем. Но в глубине души вы знаете, что достигли предела. Вам нужно божественное вмешательство, движение самого Бога, что-то, что прорвется сквозь естественное и наполнит вашу жизнь сверхъестественным. Слушайте внимательно, вы здесь не случайно. Этот момент, это послание, эта встреча, все это не случайно. Бог привел вас сюда, потому что ваше благословение же готовится. Дверь то, что вы искали, ближе, чем вы думаете. Ключ, чтобы открыть его, вы уже в своих руках, хотя, возможно, пока этого не осознаете. Но увидеть его, прикоснуться к нему, пройти через дверь в ваше чудо, ты должен остаться до конца. Есть что-то скрытое, что откроется, секрет, которую мало кто открывает, но она меняет все, когда ее понимаешь. Я хочу, чтобы вы почувствовали тяжесть этой истины в своих сердце. Вы сейчас находитесь на святой земле. То, что вы услышите в следующее мгновение, может ознаменовать начало вашего трансформации. Бог не молчит. Он видит ваши слезы, ваши усилия, ваши ночи сомнений и молитв. Вы ждали, спрашивали, задавались вопросом, слышат ли вас небеса. Но сегодня небеса ответили. Это ваш сигнал. Это ваше подтверждение. Обещать вашего урожаю же было сказано, и ваше наследование вот-вот проявится. Оставайтесь здесь. Не прокручивайте. Не уходите. Потому что через несколько минут откроется то, чего ваш дух жаждал постичь. Вы увидите, что задерживать то, что вы считали отрицанием, на самом деле было божественным приготовлением. Вы обнаружите, что каждая дверь, что закрытое пространство защищало тебя, а не наказывало. И что каждый момент боли возделывал почву для твоего благословения. Видишь ли богатство, то избыток, то чудо, то, о чем вы молились, это не просто деньги, успех или исцеление. Это вопрос гармонии. Это вопрос того, чтобы войти в свою жизнь. Судьба. Когда ваше сердце соответствует ритму небес, дверь открывается без усилий. Когда ваша вера достигает нужной частоты, ключ разворачивается, и то, что когда-то казалось запертым навеки, распахивается настежь. Вот что я хочу показать вам, прежде чем закончится это послание. Вот почему вы должны оставаться до последнего слова, ведь грядущее откровение не просто коснется вашего разума, оно пробудит ваш дух. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Бог ищет тех, чьи сердца все еще достаточно нежны, чтобы верить. И я чувствую, что ты один из них. Я чувствую это, твой вероты был испытан, но не сломлен. Ты падал, да, но все еще смотришь к свету. И именно поэтому ты мне нравишься. Потому что, несмотря ни на что, неудачи, страх, усталость, ты не перестал верить, что тебе уготовано нечто большее. Что глубоко внутри шторм, есть еще обещать. И я вам сейчас скажу, это обещачев. Ваш чудо был отменен. Ваш урожай не забыто. Дверь он не запечатан. Он ждет момента, когда вы будете готовы его увидеть. И этот момент, может быть, настал прямо сейчас. До конца этого сообщения вы поймете секрет за то, почему ваше чудо еще не наступило, и точный шаг, который нужно сделать, чтобы это проявилось. Так что держись. Дыши. Оставайся со мной до конца. Потому что именно этот момент небеса уготовили, чтобы все изменить. Раздается звук избыток приходить к вам домой. А божественный шепот, который говорит «Твое время пришло», ключ был выкован в огне твоих испытаний, и вскоре ты воспользуешься им, чтобы открыть дверь, которая ведет к следующему сезону.
Но сначала, до этого дверью открывается, вы должны понять одну вещь. И вот об этом-то я сейчас и расскажу. Когда ты закрываешь дверь своей комнаты, когда шум мира наконец стихает, и свет экрана становится единственным мерцанием в темноте, вот тогда я ближе всего. Не в шуме толпы и не в аплодисментах других, твой мир светит ярче всего. Он находится в тишине, в священной тишине вашего сердца, что я тебя нахожу. Когда твои губы дрожат и не произносятся слова, я уже слышу молитву, которая рождается за твоими слезами. Потому что, когда ты одинок, когда думаешь, что никто тебя не видит и не понимает, я рядом. Я Бог, кто прячется в тени вместе с тобой, кто сидит на краю твоей кровати, когда мир забывает твое имя. Вы приходили ко мне бесчисленное количество раз за это время. Секрет комнату с дрожащими руками, с вашим сердцем сломленный, с измученным духом. Ты смотрел в потолок и шептал: «За что, Боже?» И в этом шепоте тебя не игнорировали. Твои слова не исчезли в пустоте, они вошли в мой тронный зал, словно благоухающий фимиам. Каждая пролитая тобой слеза – это семя, и каждый крик в темноте – это ключ, разблокируя вашу следующую дверь. Ты думал, что говоришь в пустоту, но небеса записывали каждый слог твоей боли. Я видел, как ты держалась за грудь, словно пытаясь удержать ее от разрыва. Я видел, как ты прятала лицо, чтобы никто не увидел твою слабость. Я видел и любил тебя за это еще сильнее. Потому что, когда ты запираешься в тишине и говоришь со мной из этого тайного места, ты отдаешь мне то, чего никто другой не может, свою правду. Ты срываешь маски, улыбки, которые носишь, чтобы выжить, и отдаешь мне свою душу, обнаженную, трепещущую, но настоящую. В этот момент завет между нами становится крепче всего. Меня больше всего трогают не возвышенные молитвы, а шепот: «Боже, я все еще верю». Это голос, который срывается, но отказывается замолчать. Это вера, которая борется сквозь слезы. Ты думаешь, я молчу, но я работаю в твоем ожидании. Ты думаешь, я вдали, но я стою прямо за тобой. Знаешь, почему мне нравится твое тайное поклонение? Потому что оно честное. Ты не исполняешь его ради чьего-то одобрения. Ты не пытаешься звучать идеально. Ты просто приходишь, сломленный, грубый, отчаянный. Ты вкладываешь свою боль передо мной как приношение, и ты не понимаешь, что этот акт, этот момент сдачи открывает шлюзы твоего благословения. Когда ты приносишь мне свои нуждаться, я готовлю ваш чудо. Когда ты приносишь мне свои слезы, я готовлю твой урожай. Когда вы изливаете свое сердце, я изливаю мое богатство. Возможно, вы еще этого не видели, но в тишине из твоей комнаты судьбы меняются. Ангелы спускаются, двери вы не смогли открыть и начать. Двигаться. Ваша молитва, произнесенная тайно, имеет больше силы, чем 1000 речей. Ибо то, что ты делаешь тайно, я вознаграждаю публично. То, что ты сеешь со слезами, я возвращаю рекой. Избыток. То, что ты отдаешь в слабости, я возвращаю тебе как сила. Дитя мое, ты часто думаешь, что твоя боль напрасна, но в моем присутствии никакая боль не бывает напрасной. Каждый вздох, каждая бессонная ночь, каждый вопрос, который ты похоронил под подушкой, это часть божественного плана. Ты не забыт. Ты не невидим. Я творил твою историю в тишине. Богатства вы просили, чудово жаждали, дверь вы стучитесь. Все они являются частью этого тайного диалога между вами и мной. Ты удивляешься, почему я иногда что-то скрываю, почему я как будто задерживаю твой ответ. Потому что самое ценное – благословения рождаются в тайне, семя растет под землей, прежде чем коснется солнца, обещать созревает в тишине, прежде чем станет видимым, только ключ выкован в огне, прежде чем он сможет открыть дверь.
Вы побывали в тайном месте, и это не была тюрьма, это была подготовка. Остановитесь здесь на мгновение, позвольте вашему сердцу помнить. Ночи, когда ты плакала, пока не засыпала, не были ночами одиночества, это были ночи божественной близости. Я была там, собирала твои слезы, вписывала их в твою судьбу. Тишина, которой ты боялся, была не моим отсутствием, это было мое присутствие в форме, которую ты еще не осознал. Ты думал, что одинок, но тебя обнимала вечность. А теперь я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Если это послание затронуло что-то в вас, если вы когда-либо молились в тайне и чувствовали себя невидимым, то уделите минутку и поставьте лайк этому видео. Не потому, что мне нужны цифры, а потому, что, когда вы это делаете, вы публично заявляете о том, что делали в тайне, что вы все еще верите в эбок, принадлежащий секрет. Вы говорите: «Да, я был там, в комнате, в слезах, в ожидании, и я все еще вера». Этот акт послушания, этот маленький щелчок является символическим жестом веры, способ сказать: «Боже, я доверяю Тебе даже в тишине». Потому что скоро тишина нарушится. Дверь вы молились, и это откроется. Обещать то, что ты прошептал, будет громко отдаваться эхом. То, что ты породил в секрет, появится на открытом пространстве. Я готовлюсь превратить ваш скрытый боль в видимое процветание, твой секрет страдания в общественность благословения. Так что держитесь рядом. Держите свой сердце нежный. Продолжай говорить со мной в своей комнате, даже когда тебе кажется, что я не отвечаю. Я слышу тебя. Я формирую тебя. Я преображаю тебя. И когда придет время, я принесу тебе наследование, ведь богатство что ни один человек не может вынести, ведь чудо что никакие обстоятельства не могут изменить. Это своего рода избыток, которое проникает во все сферы вашей жизни. Потому что то, что началось как секрет между вами и мной, скоро станет свидетельством перед миром. Вы скажете: именно в своей комнате, в своем одиночестве я встретил Бог, и Он все изменил. Но перед этим благословение манифестирует, да эта дверь открывается широко. Мне нужно показать вам нечто более глубокое, нечто скрытое даже от тех, кто верит. Потому что есть один секрет за вашим ожиданием, один божественный закон, который определяет, когда ваше чудо прибывает. И чьи секрет будут раскрыты далее. Ты это носишь с собой груз слишком долго. Разве вы не чувствовали этого? Эту невидимую тяжесть, давящую на ваши плечи каждое утро, эту боль в груди, которая не дает вам покоя по ночам? Вы улыбаетесь снаружи, но внутри сердце дрожит. Ты говоришь всем, что все хорошо, но когда двери закрываются, и вокруг тебя наступает тишина, правда выливается наружу в слезах, которых никто не видит. Ты пытаешься справиться с этим в одиночку, с чувством вины, страхом, бесконечной тревогой о завтрашнем дне, но твои силы на исходе. Скажите, сколько раз вы смотрели в потолок и шептали: «Боже, я больше так не могу»? Сколько раз вы закрывали лицо руками и спрашивали: «Почему я? Почему эта боль?» Сколько раз вы пытались заглушить шум в своей голове, этот голос, который твердит, что у вас ничего не получится, что вы всегда будете бороться, что дверь вашего чуда предназначалась для кого-то другого. Ты нес ответственность, которая никогда тебе не принадлежала. Ты сражался в битвах, которые никогда не должны были вестись в одиночку. Ты пытался спасти всех, все исправить, удержать все вместе, пока твоя душа просила покоя. Ты был сильным так долго, что забыл, каково это быть в объятиях. Ты забыл, что я, Бог тот, кто тебя создал, никогда не предполагал, что ты будешь нести это бремя в одиночку. Знаешь, почему болит спина, почему душа так устала? Потому что ты ходил под нагрузкой, которой должен был быть положен к моим ногам. Ты вел битвы, которые я уже выиграл. Ты пытался открыть терроричта, только мой ключ может открыться.
Ты принял терпение за капитуляцию. Но я призвал тебя не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы преодолеть. Взгляните на свою жизнь, на моменты, когда вы пытались и терпели неудачу, на планы, которые рухнули именно тогда, когда вы думали, что уже близки к цели. Разве не кажется, что вы ходите по кругу? Разве не кажется, что каждый раз, когда вы думаете обещать близко, что-то тянет тебя назад? Ты работаешь усерднее, молишься дольше, но бремя остается. Почему? Потому что ты продолжаешь нести то, что было предназначено вложить в мои руки. Когда ты пришел ко мне со своим сердцедрожа, когда ты наконец нарушил молчание и прошептал молитва, я услышал тебя. Я был там. Ты мог не чувствовать мои руки, но я поддерживал тебя каждый раз, когда ты думал, что упадешь. Ты мог думать, что я молчу, но я говорил сквозь тишину. И вот что я скажу тебе сейчас. Я никогда не откажу тебе в моем ответе. Никогда. Потому что твой вопль достиг моего престола, и твой вера, даже если это и мало, но тронула небеса. Но позвольте мне спросить вас о чем-то более глубоком и о том, что может ранить, прежде чем заживет. Почему вы продолжаете держаться за боль, которую я уже искупил? Почему вы цепляетесь за страх, когда я дал вам веру? Почему ты позволяешь чувству вины сковывать тебя, когда мое обещать это освободить тебя? Почему ты предпочитаешь ходить в тени, когда я уже повелел свету окружить тебя, судьба? Ты говоришь, что доверяешь мне, но так ли это на самом деле? Или ты доверяешь мне только до следующего шторма? Ты говоришь, что доверяешь мне точка вера, но веришь ли ты, даже когда все вокруг тебя рушится? Ты действительно понимаешь, что твой чудо зависит не от твоего совершенства, а от твоей самоотдачи? Ты все время просишь меня облегчить твою ношу, но каждый раз, когда я протягиваю руку, ты лишь крепче сжимаешь хватку. Ты говоришь, что хочешь освобождения, но все еще держишься за цепи, которые тебя сковывают. Дитя мое, послушай. Ты не родился, чтобы жить под этим бременем. Ты родился, чтобы наследовать избыток, войти в благословение, чтобы испытать трансформацию. Вы не были призваны пережить бурю, вы были созданы, чтобы приказать ей утихнуть. Боль, которую вы сейчас чувствуете, это не наказание, это вызов. А божественные небеса зовут: отложи это. Приди ко мне. Перестань носить то, что мне положено носить. Помните, когда вы впервые поверили? Когда ваш вера был чист, когда твой сердце сгорает от надежды? Что случилось? Кто сказал тебе, что ты недостоин? Кто убедил тебя, что твой чудо-истек, что мое обещать был для других, но не для тебя? Это ложь, рожденная в пучине страха. Я никогда не нарушал свой завет. Я никогда не изменял своему слову. То, что я обещал тебе, остается в силе, дверь все еще там, ожидая вашей капитуляции. Вы устали, потому что действовали, полагаясь только на свои силы. Вы сражались, не советуясь с командиром. Вы пытались пожинать плоды урожая, не давая мне посадиться. Но сегодня, здесь и сейчас, я говорю тебе: остановись. Дыши. Отпусти. Каждую тяжесть, каждую неудачу, каждую слезу. Отдай это мне. Потому что я могу это вынести. Я всегда мог. Ты пришел взыскать меня со всем своим сердцем, и поскольку ты пришел, я отвечу. Ты не уйдешь пустым. Ты не уйдешь прежним. Я превращу твою печаль в богатство, ваше беспокойство в мудрость, ваше бремя в благословение. Но сначала мне нужно твое разрешение, чтобы отнять его у тебя. Я не буду силой отдавать твою свободу, я дождусь твоей капитуляции. Так скажи мне,
готов ли ты сдаться? Готов ли ты освободиться от того, что тебя подавляло? Готов ли ты перестать притворяться, что все хорошо, и позволить мне исцелить тебя? Ведь как только ты решишься, небеса сдвинутся точка чудота, о чем вы молились, начнет формироваться точка, дверь которой вы не смогли открыть, начнет смещаться точка ключ, то, что вы искали, наконец-то обернется. Вы прошли через боль, которая не должна была вас определять, а лишь совершенствовать. Вы держали в себе сердце так сильно, что ты забыл, как снова позволить ему свободно биться. Я зову тебя не для того, чтобы пристыдить, а чтобы освободить. Ты нес это бремя на своих плечах, но я здесь, чтобы помочь. И я помогу. Итак, я снова спрашиваю, что, если вы наконец отпустите? Что, если вы перестанете пытаться контролировать то, что только бы можете контролировать? Что, если бы вы верили, что ваше ожидание не было напрасным, что ваши слезы орошают почву вашего следующего урожая? Что, если сегодня, в этот самый момент, тот самый момент, которого ждали небеса, момент, когда ты сбросишь свой вес и поднимешь взгляд к своему судьбе? Потому что, когда ты это сделаешь, я обещаю тебе, я примчусь. Мое присутствие заполнит твою комнату, мое мир наполнит твою душу, и бремя спадет. Ты почувствуешь себя легче, свободнее, возродившимся. И ты, наконец, поймешь, что то, что ты нес в одиночку, никогда не было твоим. Оно всегда было моим. Ты пришел взыскать меня со всем своим сердцем, и я не отверну тебя. Я никогда не откажу тебе. Я больше не буду откладывать твой ответ. Ибо чудо уже началось, и дверь, в которой вы стучите, уже отпирается. Но перед этим дверь полностью открывается. Прежде чем свет зальет комнату, я должен вам кое-что показать. Что-то вгрусто, чего вы никогда не понимали до сих пор. Тебе нужно, чтобы я протянула тебе руку. Тебе нужно, чтобы я проникла в хаос, окружающий твой разум, и усмирила бури, которые заставляли тебе сердце трепещите. Вы бегали по кругу, ища покоя в шуме, искали покоя не в тех местах. Но покой не живет в мирских отвлечениях. Покой – это то, что можно купить, заслужить или чем можно манипулировать. Покой, истинный покой, рождается, когда вы позволяете моему власть прикоснуться к тебе. Когда ты перестанешь сопротивляться и позволишь мне взять то, за что ты так крепко сжимал. Ты устала, я знаю. Ты устала притворяться сильной, устала улыбаться, когда внутри тебя все рушится. Ты – голод и жажда за спокойствие, за эту священную тишину, которая позволяет закрыть глаза без страха, без чувства вины, без голоса тревоги, нашептывающего, что тебя никогда не будет достаточно. Хочется положить голову на подушку и по-настоящему отдохнуть, не просто поспать, а именно отдохнуть. Хочется проснуться и почувствовать счастье не как мимолетная искра, а как неприходящее благословение. Итак, вот мой ответ вам. Вам нужна моя рука, и я протягиваю ее. Вам нужна моя рукавичка сила, и я предлагаю это. Тебе нужна моя верность, и я доказываю это снова. Вы должны держаться вераса всем, что есть в тебе, ибо это мост, соединяющий твою человеческую слабость с моим божественной обещать. Сегодня ты должен держаться за меня так, как будто от этого зависит твоя жизнь, потому что, по правде говоря, так оно и есть. То, что я вам предлагаю, это не иллюзия. Это секрет, что мало кто по-настоящему понимает. Капитуляция – это не поражение, а доступ. Когда ты отказываешься от контроля, ты обретаешь власть. Когда ты отказываешься от своей битвы, я сражаюсь за тебя. Когда ты складываешь оружие, я поднимаю свою руку над твоей ситуацией, и все меняется. Слушайте внимательно, ведь это поворотный момент вашей истории. Вы годами верили, что должны проявить себя, что должны заслужить все. Благословение,
каждое чудо, каждая унция избытокчета происходит на твоем пути. Но это не мой путь. Мои заветы с тобой не зависят от того, что ты можешь сделать, а зависит от того, кто я. Ты ошибочно принял мое ожидание за отсутствие, но я никуда не уходил. Я наблюдал. Я защищал. Я готовил идеальный момент, чтобы явить свою точку власти в твоей жизни. Я твой адвокат, я защищаю тебя в каждом незримом зале суда. Каждый голос, когда-либо говоривший против тебя, каждое слово, осуждающее тебя, каждое ложное суждение, пытающееся определить твою ценность, я заставляю их замолчать. Я стою между тобой и каждой ложью, которая пытается уничтожить. Тебя точка судьба я называю твое настоящее имя, когда мир пытается повесить на тебя ярлык позора. Ты не твое прошлое. Ты не твоя неудача. Ты мой. Я твой пастор, я веду тебя через долины и горы. Когда ты блуждаешь, я следую за тобой. Когда ты падаешь, я поднимаю тебя. Когда ты плачешь, я утешаю тебя. Когда ты жаждешь правды, я питаю вас своим словом. Я не просто ваш лидер, я ваш кормилец. Вы думаете, что выживаете собственными усилиями, но каждый вздох, каждое пропитание, каждая неожиданная помощь благословения, то, что нашло свой путь к тебе, это я. Я забочусь не только о твоем столе, но и о твоей душе. Я твой Бог, то Создатель, принадлежащий небеса и земля, тот, кто изрек свет во тьму, и я изрек свет в тебя прямо сейчас. Я недалекая фигура, наблюдающая с небес. Я живое присутствие в комнате, где ты молишься. Я тепло, которое окружает тебя, когда ты призываешь мое имя. Мои руки сформировал тебя. Мой дух дышит внутри тебя. Мой обещать было написано до твоего рождения. Я тот, кто знает каждую тайную мысль и все равно предпочитает называть тебя возлюбленной. И я твой друг, да, твой друг. Я не сижу на троне слишком высоко, чтобы слышать твою боль. Я иду рядом с тобой в самые темные дни. Я сижу с тобой, когда ты не можешь говорить. Я шепчу надежду, когда твои собственные слова иссякают. Дружба со мной не случайна, а насвященный, это личный, это вечный я не покину тебя, когда мир остынет. Я друг, который никогда не покидает, который никогда не устает, который никогда не меняет своего мнения о тебе. Теперь, когда вы знаете, кто я, позвольте мне показать вам, что это значит. Потому что знать мои имена значит понимать глубину моего обязательства. Каждое имя – это ключ, и каждый ключ открывает дверь из власть. Когда ты зовешь меня адвокат, то дверь защиты открывается, и никакое обвинение не может устоять. Когда ты зовешь меня пастор, то дверь обеспечения открывается, и никакой нужды не будет. Когда ты зовешь меня Бог, то дверь творения открывается, и то, что было мертво, возвращается к жизни. Когда ты зовешь меня друг, то дверь интимности открывается, и одиночество теряет свою власть. Но тебе предстоит сделать выбор. Выбор, который определит, станет ли твоя жизнь отражением моей точки обещать или останешься в ловушке своего страха. Выбор таков. Продолжишь ли ты пытаться справиться со своей болью своими силами или примешь мою руку? Потому что моя рука протянута прямо сейчас. Но ты должен ее достичь. Я не буду заставлять. Это твоя точка, моральный перекресток, ваша священная дилемма. Вы можете сохранить свой контроль, свои привычки, свою гордость, или же отпустить и позволить моему трансформации начать. Полностью принять меня значит довериться тому, что ты не видишь, пройти мимо точка вера, а не по виду. Это значит верить, что я самодостаточен, даже когда все остальное рушится. Вы потратили годы, пытаясь заслужить любовь, которая уже была дана,
пытаясь открыть двери, которые уже были разблокированы. Секрет, правда, которую узнают лишь немногие, заключается в том, что большинство людей никогда не вступают в свои права. Наследование, потому что они никогда не протягивают руку достаточно далеко, чтобы коснуться моей. Они живут в плену тревоги, думая, что я забыл о них, хотя на самом деле я просто жду, когда они сдадутся. Хочешь свободы? Тогда перестань бороться со мной. Хочешь мира? Тогда отпусти то, что его крадет. Ты хочешь избыток? Тогда перестаньте копить свои страхи, как сокровища, и позвольте мне наполнить пустоты светом. Обещать то, что я тебе дал, все еще живо. Оно не угасло, не померкло. Но оно требует твоего доверия. Это моя власть – не манипулировать, а восстанавливать. Не наказывать, а исцелять. Мои руки, которые сформировали звезды, могут восстановить ваше сердце. Мой голос, что успокоило бурю, может заглушить страх в вашем разуме. Моя любовь, тот, кто нес крест, может пронести тебя через эту долину. Ты можешь сказать: но, Боже, я слишком много терпел неудач. И я скажу: ты прощен. Ты можешь сказать: но я слишком сломлен. И я отвечу: ты избран. Ты можешь сказать: но я этого не заслуживаю. И я напомню тебе: именно это делает Яга-милость. Так что возьми мою руку. Возьми ее сейчас. Почувствуй, как тяжесть твоего бремени начинает уменьшаться. Почувствуй мою руку, власть, являясь в твою слабость. Почувствуй мой мир, выталкивая шум. Я не прошу вас быть идеальными, только готовыми. Готовыми верить, что урожай все еще грядет. Готов верить, что это не конец, а божественное начало, о котором вы молились. И когда ты возьмешь меня за руку, ты увидишь то, что я видел все это время, что боль, которую ты перенес, не была напрасной. Что каждая пролитая тобой слеза стала семяна оснований веры. Что твоя сокрушенность была не твоим проклятием, а твоим ключ. Потому что я больше, чем Бог, который слушает, я Бог, который действует. Я больше, чем присутствие. Я обещайте больше, чем твой Спаситель. Я твой адвокат, твой пастор, твой Бог, твой друг. И если ты сможешь поверить в это, по-настоящему поверить, то все, что тебя мучило, потеряет свою власть. Немоса, которые ты нес, превратятся в крылья. Груз станет вашим свидетельством, ведь мачта сбитый с толку, ты станешь холстом, где мой свет рисует ваше будущее. Это не просто надежда, это ваше будущее. Судьба разворачивается. Теперь держите это в своих сердце. В следующий раз, когда ты почувствуешь себя одиноким, помни, моя рука все еще протянута. В следующий раз, когда ты почувствуешь себя обвиненным, помни, я все еще твой адвокат. В следующий раз, когда ты почувствуешь себя потерянным, помни, я все еще твой пастор. В следующий раз, когда ты усомнишься в своей ценности, помни, я все еще твой Бог. И когда ты думаешь, что тебя никто не понимает, помни, я все еще твой друг. Это мой завет с тобой, вечное, нерушимое, написанное не на бумаге, а в духе. Ты искала покой не там, где надо, но я, мир вы искали. Вы умоляли о чудо, но и чудо, который шел рядом с тобой все это время. Ты просил богатства, но я источник из всех избыток. Итак, сегодня возьми меня за руку. Прими меня всецело. И смотри, что я сделаю дальше, ведь то, что последует за этим моментом, не только изменит твою жизнь, но и подтвердит мою обещание тебе. И это подтверждение ближе, чем вы думаете. И вместе, да, ты и я, мы будем радоваться, как до благословения то, чего вы ждали. Наконец-то наступило. Вы услышите это. Вы почувствуете это. Это будет похоже на звук чего-то священного,
стучащего в вашу дверь, нежное эхо чудо-шаги, входящие в ваш дом. Вы замрете на мгновение, с трудом веря, что это происходит, а затем на глаза навернутся слезы, на этот раз не от боли, а от переполняющего вас чувства благодарность. Потому что то, что я тебе обещал, не иллюзия. Это реально. Это грядет. И я, твой Бог, вписал это в твою историю своей собственной рукой. И обещать тебе это, то, о чем ты молился, не останется лишь мечтой. И обещать, что дверь, на которую вы так долго смотрели, которая казалась запертой годами, скоро откроется с таким явным звуком, что он развеет все ваши сомнения. И обещать в то ожидание будет иметь смысл, когда вы предстанете перед урожаем Шегевера. И обещать в то, что когда-то причиняло тебе боль, больше не будет определять тебя. Потому что мои обещания не человеческие слова, а не божественные указы, запечатленные самой вечностью. И я не просто обещаю, гарантията. И гарантично семя то, что ты посадил в боль, вырастет во что-то сильное. И гарантично вера ты показал, что в темноте станет светом, ведущим других. И гарантия, даже если буря все еще бушует, она не сможет разрушить то, что я уже установил. Скоро вы увидите разницу между тем, что вы считали потерянным, и тем, что на самом деле было защищено. И я не останавливаюсь на достигнутом, и гарантировать ты. И гарантируйте, что многое изменится, и это произойдет быстрее, чем вы ожидаете. Боль, которые когда-то доминировали в ваших ночах, исчезнут в далеком воспоминании, страх, который не давал вам спать, преклониться перед вашим новым мир, к беспокойству, что заполняло твой разум, раствориться, когда мое присутствие наполняет ваше сердце. Однажды утром ты проснешься и поймешь, что битва, которую ты вел, тихо закончилась, и победа, моя победа, теперь живет в твоем доме. Позвольте мне наполнить ваши мысли. Пусть каждое мое слово омоет вас, залечивая раны разочарования и очищая ваш разум, заменяя каждое сомнение обещать. Потому что ваш разум — это было поле битвы, я знаю это. Каждый день голоса страха, стыда и безнадежности борются за власть. Но теперь я прошу вас позволить мне наполнять это. Позвольте мне обновить ваши мысли правда, с надеяться, с избыток, когда я говорю, что благословлю тебя, я имею в виду, что наполню каждый уголок твоей жизни мир. Представьте себе такой момент, вы открываете дверь, и вот он, ваш долгожданное благословение. Может быть, это придет в виде послания, может быть, работы, может быть, исцеления, может быть, примирения. Но ты поймешь, что это я. Потому что воздух изменится. То же самое, который когда-то нашел вас в тишине вашей комнаты, теперь встретит вас в вашем дверь, улыбаясь сквозь восход солнца. И я прошепчу: видишь? Я же говорил тебе. Я обещал ты-то. Дитя мое, ты прожила столько лет, думая, что я молчу. Но тишина никогда не была наказанием. Это была подготовка, я выстраивал каждую деталь, каждую встречу, каждую задержку. Ты ждал, да, но я работал. Ты сомневался, но я проектировал. Ты думал, я далеко, но я был ближе, чем биение твоего сердца. И теперь ты стоишь на краю трансформации настолько могущественным, что даже ваши враги увидят это и скажут: «Рукабак сделал это». Я не просто так прошу вас представить это так ярко, потому что вера начинается с видения. Если вы можете это увидеть, вы можете это принять. Если вы можете это выразить, вы можете это прожить. Если вы можете в это поверить, я могу это осуществить. Так что представьте, как вы открываете эту дверь. Сэмэ, благословение, стою там. Смотри, твой сердце свободен, твоя семья восстановлена, твое здоровье обновленный, ваше богатство переполняет. Это видение не фантазия, это реальность, пророчества. И ваша вера осуществит это.
Видишь ли, когда я обещать я не просто говорю, я утверждаю. Мое слово – живое существо. Оно движется. Оно дышит. Оно творит. И в тот момент, когда вы настраиваете свой голосвера с моим словом, творение начинает реагировать, дверь, в которой вы стучали, начинает открываться, ключ повороты, чудо начинает проявляться. Я хочу, чтобы ты сделал кое-что для меня прямо сейчас. Сделай глубокий вдох. Почувствуй мое присутствие окутывает вас. И теперь, если это сообщение затронуло ваше сердце, если вы чувствуете, что внутри вас что-то пробуждается, то я хочу, чтобы вы оставили комментарий под этими словами. Я получаю свое благословение, я верю обещанию и я готов к своему чуду. Напишите это не для меня, а для себя. Потому что, когда вы это провозглашаете, вы активируете вера. Вы говорите Вселенной: «Я согласен с Богом, принимаю Его обещать, я заявляю свое правонаследование». Каждый раз, когда вы это пишете, вы подтверждаете истину, которую небеса уже написали в вашей жизни. Многое изменится, дитя мое. Твое сердце больше не будет тяжелым. Ваш разум больше не будет затуманенным. Ваш дом больше не будет наполнен страхом. Потому что я иду через твою дверь, принося избыток со мной. Я коснусь ваших финансов, ваших отношений, ваших эмоций, вашего здоровья. Я вдохну новую жизнь в каждую область, которая ощущалась сухой. Это не просто очередной момент вдохновения, это божественное объявление. Позвольте мне полностью заполнить ваши мысли. Позвольте мне обещание, станьте стенами своего внутреннего мира. Думайте о моем верности, а не твои неудачи. Подумай о моем милосердии, а не твои ошибки. Подумай о моем власти, а не твои проблемы. Ибо как человек мыслит в своей сердце, он тоже. И я перестраиваю ваше сердце прямо сейчас думать в соответствии с избыток, а не нехватка. Неврод пытался занять ваш разум страхом, но сегодня я его изгоняю. Я возвращаю себе это священное пространство. С этого момента ваши мысли больше не будут питать тревогу, они будут питать веру. Ты больше не будешь зацикливаться на том, что пошло не так, ты будешь зацикливаться на том, что вот-вот исправится. Потому что я не только готов благословить тебя, но и изменить твое восприятие себя. Ты жил как нищий, проси крошек, когда я позвал тебя сесть за стол наследования. Вы молились о капле надеяться, когда у меня есть реки радость жду, чтобы излиться в твою душу. Ты просил о выживании, но я предназначил тебя для победы, ты был создан для богатства, не волнуйся. Ты был создан для мира, а не панику. Ты был создан для избыток, а не пустота. И когда твое благословение придет, а это произойдет, вы не будете удивлены, вы будете готовы. Вы узнаете мои отпечатки пальцев в каждой детали. Вы увидите, что даже ваши задержки были частью моего замысла. Вы поймете, что каждый закрытый дверь это было не отторжение, а перенаправление. Я направлял тебя к обещать, даже если вы не видели пути. И обещать ты снова, твое чудо уже в пути. И гарантировать, что ваше верание будет потрачено впустую. И гарантировать ты знаешь, что мое время идеально, даже если оно не совпадает с твоим календарем. Потому что мое план не поздно, оно вечно. Теперь пусть ваш дух впитайте эту истину, я наполняю ваши мысли миром. Я наполняю ваши мысли сердце с радостью. Я переписываю ваш внутренний язык со страха на веру. Когда вы проснетесь завтра, вы почувствуете что-то другое. Легкость. Перемену. Тихую уверенность в том, что что-то изменилось, потому что так и есть, чудо уже разворачивается, тихо, мощно, неумолимо. Я хочу, чтобы вы сделали кое-что еще, поделились этим посланием.
Не только потому, что это помогает этому слову дойти до других, но и потому, что это закрепляет ваше заявление. Когда вы делитесь верой, вы его умножаете. Когда вы объявляете свое благословение, вы побуждаете его проявиться быстрее. И когда это произойдет, когда благословение наконец-то стучится в вашу дверь, я хочу, чтобы вы вернулись и прокомментировали еще раз. Расскажите миру, что Бог сделал. Скажи им, что обещать было реально, что ключ оказалось, что дверь открылась, что чудо прибыли. Потому что ваши показания будут следующими. Семя кто-то другой сажает в момент отчаяния. Вместе мы будем радоваться. Вместе мы будем праздновать то, что Вера родился. Вместе мы станем свидетелями урожая, что обещали небеса. Так пусть же ваши мысли будут полны мира, полны обещать, полный избыток, полный веры. И помните, я жду вас, я работаю для вас и пройду с вами через все дверь, которая открывается. И обещать ты. И гарантия это. И гарантировать ты. Твой чудо уже в пути. Теперь оставьте комментарий ниже и объявите об этом, потому что ваше благословение вот-вот прибудет. Не обновление ума начинается, когда вы решаете думать иначе в момент бури. Вы не можете контролировать каждую волну, которая вас обрушивает, но вы можете решить, как ваше сердце ответит на это. Когда наступит давление, когда придут счета, когда предательство ранит тебя, дыши и помни, ты не один в этой долине. Я с тобой. Я ключ, который открывает дверь, ты еще не видишь. Ты слишком долго смотрел на гору и забыл, что я вложил в тебя силу, чтобы ты смог на нее взобраться. Гора существует не для того, чтобы тебя раздавить, а для того, чтобы раскрыть то, что уже было точка божественной внутри тебя. Дитя мое, тебе нужно изменить свою реакцию. Каждый раз, когда стучится страх, открой дверь. Дверь с верой. Когда гнев шепчет, отвечай молчанием и молитва. Когда безнадежность давит, подними голову и провозгласи мои обещать: я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Чем больше ты обновляешь свои мысли, чем больше чудо становится реальностью в ваших эмоциях, в ваших действиях, в вашей судьбе. Не ищите внешних перемен, пока не позволите произойти внутренним трансформации, который поддерживает богатство, избыток, и мир начинается в вашем воображении еще до того, как коснется ваших рук. Ты думаешь, что я тебя бросил, потому что ты не видишь немедленных результатов, но разве ты не чувствуешь мою руку в своей жизни? Ты, моя дочь, мой сын, мой избранный сосуд. Как я мог покинуть тот, который наполнил с такой целью? Я наблюдал твои ночи, полные тревог, твои молитвы, шепчущие в темноте, твои сомнения, покрытые слезами. И каждый раз я отвечал не словами, а терпением, дыханием, новым утром. Тот факт, что ты проснулся сегодня, уже является частью чуда, к благословению не только в том, что вы получаете, но и в силе, которая помогает вам стоять на ногах. Не путайте задержку с отказом. 7 требуется время, прежде чем это станет урожай. Вы не видите никакого движения на поверхности, но глубоко в почве корни разрастаются. Вот как я работаю внутри вашего сердца, молча, невидимо, но мощно. И в свое время, когда сезон прибудет, то, что я в тебя заложил, взойдет неудержимое. Поэтому, когда ты столкнешься с препятствием, перестань убегать от него. Говори с ним. Управляй им с властью, которую я тебе дал. Провозгласи, что твой разум обновлен, что ваш вера жив, что ваша судьба не поврежден. Вы слишком долго реагировали страхом. Вы смотрели на закрытые двери и называли их отвержением, хотя на самом деле это были перенаправления. Ты позволил врагу нашептывать тебе ложь, говоря, что ты забыт. Но я говорю тебе сейчас, ты запечатлен на длани моей. Ты обещание никогда не забывал. Ты — завет, которую я по-прежнему чту.
Даже когда ты падаешь, я не отворачиваюсь. Я наклоняюсь, поднимаю тебя и снова говорю: ты мое дитя. Когда приходит боль, не беги. Пусть она научит тебя. Когда приходит разочарование, пусть она очистит тебя. Когда чувствуешь себя одиноким, открой свое сердце и позвольте мне напомнить вам: я все еще здесь. Видите ли, тест не призвана уничтожить вас, а призвана продемонстрировать вашу божественную стойкость. В тот момент, когда вы решите отреагировать иначе, весь духовная атмосфера вокруг вас начинает меняться, точка, дверь которой казался запертым, начинает открываться, потому что ваш разумноконец совпадает с моим обещать. Я хочу, чтобы ты думал о более возвышенном. Верил в то, что богатство, мир и избыток — это не мечты, это ваше наследие. Но они могут влиться только в сосуд, готовый к преобразованию. Старый способ реагирования – страх, жалобы, сомнения – не может удержать новое вино «я вливаюсь в тебя». Поэтому каждое испытание, каждое горе, каждая задержка – это мой способ расширить твой сосуд. Ты растешь в своем чудо. Вы тянетесь к своему урожаю. Ты спрашиваешь меня: «Господи, как мне изменить свой образ мышления?» Начните говорить то, что хотите видеть, а не то, чего боитесь. Перестаньте говорить «я не могу». Начните заявлять: «Я могу, потому что Бог со мной». Когда тревога стучится в дверь, вдохните мое слово. Когда печаль охватывает вас, пойте мое обещать, когда все кажется безмольным. Помните, что именно в тишине я совершаю свою самую глубокую работу. Вам не нужно понимать каждую деталь, чтобы доверять мне. План. Просто оставайтесь дома, Вера, даже если тропа кажется темной. Как только вы начнете обновлять свои мысли, ваши реакции изменятся. Там, где раньше была паника, теперь будет мир. Там, где раньше был гнев, теперь будет гнев. Мудрость. Там, где раньше был страх, теперь будет власть. Вот как происходит трансформация изнутри наружу. Это ваша внутренняя реконфигурация. Я переписываю то, как ты сердце откликается на жизнь. Ты не жертва обстоятельств, ты носитель моего духа. Вы идете с ключ, чтобы открыть все, что когда-то казалось недостижимым. Итак, когда вы столкнетесь со следующим препятствием, помните, что я говорю сейчас. Остановитесь, вдохните и слушайте. Я не в хаосе, я в вашем спокойствии. Я не в буре, я голос, который ее успокаивает. Когда вам кажется, что вы не выдержите, прошепчите мое имя, и силы вернутся. Потому что я совсем рядом, я внутри вас. Я ваш источник, твой якорь, твой отец. Я не отпущу твою руку. Да, ты был испытан, но через это испытание я строю в тебе новое основание. Старый разум не может нести новая судьба. Вы должны думать, говорить и действовать как тот, кто уже обладает обещать. Вы должны верить, что даже в долине вы идете к горе избыток. Каждая трудность – это тренировка, верать, чтобы справиться с тем, что будет дальше. Я готовлю тебя к богатству. Ты молился, но сначала я должен убедиться, что твое сердце может это выдержать. Ты мой ребенок, и я никогда не перестану называть тебя так. Ты любима сверх меры твоих ран. Ты со мной, даже когда не чувствуешь моих рук. Каждое испытание, с которым ты сталкиваешься, это тайный разговор между моей любовью и твоей судьбой. Так что обнови свой разум, подними голову и иди вперед. Ты не ломаешься, ты становишься. Эта боль не конец, это дверь к вашему трансформации. И помни это, дитя мое, когда ты не можешь идти по моим следам, доверься мне. Сердце. Когда вы не видите благословения, доверься моему обещать. Я не просто меняю вашу ситуацию, я меняю вас. Потому что величайшее чудо не снаружи, а внутри. Обновленный ум,
укрепленный дух и вера, которую никакая буря не сможет заглушить. Мое любимое дитя, послушай еще раз, прежде чем этот момент закончится. Каждый раз, когда ты стоишь перед бурей, каждый раз, когда враг восстает против тебя и шепчет тебе на ухо ложь, помни, ты сражаешься не один. Тень, которая пытается затянуть тебя в уголок грусти, этот уголок грусти и отчаяния, где надежда кажется слабой, не больше, чем свет, который я поместил в твою душу, к сердцу я знаю, что иногда битва кажется бесконечной у одиночества, предательство и страх накатывают, словно волны, пытающиеся тебя затопить. Но внутри тебя горит божественный огонь, наследие, которое никакая тьма не может погасить. Ты никогда не был предназначен для того, чтобы жить побежденным. Ты был предназначен для того, чтобы править вера, через обещать, через завет. Когда враг попытается снова опозорить вас, встаньте и заявите: «Я не брошен. Я избран. Я любим». Повторяйте это, пока ваш собственный дух верит в это. Потому что твоя победа измеряется не отсутствием борьбы, а наличием богоборьбе. Каждое испытание, которое ты претерпеваешь, это поле битвы, где открывается моя слава. Я твой щит, твой защитник, твой вечный союзник. Когда ты взыскаешь ко мне, небеса откликнутся. Когда ты поднимешь свои молитвы, ангелы движутся. Когда вы входите в веру, каждая дверь-то, что казалось запертым, начинает открываться, но не твоей силой, а моей. Дитя мое, я хочу, чтобы ты глубоко понял эту истину. Ты не почва для поражения, ты почва для благословения. Та самая земля, где ты когда-то плакал, скоро станет полем твоих урожай. Возможно, ты был сломлен, но твоя сломленность стала семенем, из которого избыток восстанет. Не смотри на шрамы, как на признаки неудачи. Смотри на них, как на доказательство того, что ты выжил, что моя рука поддерживал тебя, когда все остальное рушилось. Ты драгоценен для меня. Ты мой возлюбленный. Ты мой обещать, воплотившийся в человеческом облике. Всякий раз, когда враг приходит напомнить вам о вашем прошлом, напомните ему о вашем прошлом. Завет. Я запечатал его вечной печатью. Любовь, написанная не на бумаге, а в твоей душе. Мой договор с тобой не может быть нарушен, а нерушимый, священный, божественный. Он был выкован еще до твоего рождения, до того, как мир назвал твое имя. Моя преданность тебе вечной, его не поколеблют ваши страхи, сомнения или ошибки. Ты можешь упасть, но моя рука поднимет тебя снова. Ты можешь плакать, но моя дух утешит тебя. Ты можешь блуждать, но мой свет всегда приведет вас домой. Будут моменты, когда голос отчаяния попытается убедить тебя, что я ушел, что я отвернулся. Но я говорю тебе, я никогда тебя не покину. Даже в уголок грусти я сижу рядом с тобой. Я слушаю твое молчание. Я собираю твои слезы, пока семена будущей радости. Мое присутствие не исчезает в твоей боли, оно там усиливается. Я тихий шепот в твоей ночи, говорящий: не бойся. Ты все еще мой. Видите ли, победа – это не только то, что происходит после окончания битвы, но и то, что происходит, когда вы решаете продолжать идти, даже когда враг вас окружает. Победа – это альянс твой, верослившись с моей силой. Вместе мы становимся непобедимыми. Ты и я, связанные этим божественный договор, действуйте как один. Каждый враг, который попытается уничтожить вас, должен сначала пройти через меня. Каждое проклятие, произнесенное против вас, обратится в благословение. Каждая потеря обернется в богатство, каждая боль в цель, каждая задержка в дверь возможностей. Итак, теперь, когда это послание подходит к концу, я призываю вас закрепить этот момент действием. Напишите в комментариях ниже, во что вы верите, что благословение, что урожай, что дверь вы ожидаете, что я откроюсь.
Объявите об этом публично, как знак вашей веры и как шаг в ваш чудо. Пусть мир увидит, что ты не боишься признаться в этом, Кабак твой источник, твоя сила и твоя победа. И если это сообщение затронуло ваше сердце, если это пробудило ваш веру или напомнил вам о моем обещать, я хочу, чтобы вы подписались, оставались рядом, продолжали идти по этому пути вместе со мной. Каждое слово, которое вы слышите, каждая молитва вы присоединяетесь, укрепляет завет между нами. Ты не зритель, ты часть этого. Семья веры. А следующее сообщение глубже погрузит вас в откровение о том, как защитить и приумножить благословение, которое уже на пути к вам. Помните, мои возлюбленные, ваша битва – это не конец истории, это начало вашей показания. Я видел твою борьбу и уже записал твою победу. Иди же с высоко поднятой головой, потому что ты не покинут, ты помазанный. Ты не пустой, ты есть обильный. Ты не слаб, ты полон божественная сила. Я всегда буду с тобой. Я никогда тебя не покину. Я люблю тебя, дитя мое. Я люблю тебя безмерно. Я люблю тебя. Аминь. И как только эта глава заканчивается, начинается другая. Оставайтесь, общайтесь, возвращайтесь, потому что то, что я вам открою дальше, покажет вам, как жить непрерывно в потоке чуда, богатства и избыток. Не пропустите то, что грядет. Ваша трансформация все еще разворачивается. Завет продолжается. Дверь судьбы открыта. Ты не забыт, ты избран. Ты не закончен, ты поднимаешься. Я с тобой, сейчас и навсегда. Я люблю тебя. Аминь.